Тут мало туристов, тут вы не услышите Капунка. Это пляжная жемчужина Камбоджи Сианукль, где белоснежный песок омывается голубыми водами Сиамского залива. Или город, где сплошные стройки и помойки. Узнаете в этом видео. Купив недорогие авиабилеты, я планировал, что за 1 час перелечу с одного города в другой. Непредсказуемый Азис снова сыграл злую шутку. Рейс отменили, и пришлось срочно искать другой способ добраться домой. Google выдал недорогой удобный вариант – автобус. 6 часов дороги в Слипин-Бас, и ночной экспресс довез меня из гостеприимного Сиан-Рипа в Сианукль, курорт, где море и солнце встречаются со строем. В августе 1955 года французско-камбоджийская строительная бригада разбила базовый лагерь в незаселенных джунглях в районе, который сейчас известен как Гавайский пляж. Были разработаны планы строительства совершенно нового глубоководного порта. Кампот-Сом был выбран из-за глубины и удобного доступа. Средства на строительство порта были выделены Францией, а дорога финансировалась Соединенными Штатами. Благодаря финансовым влияниям поселок быстро эволюционировал до размеров города. Сначала город назывался Вихуа, но потом был переименован в честь короля народного Сианука. Официальное название города на кхмерском языке – Кронг Приах Сианук. К северо-западу и в центре он возвышается на 15 метров над уровнем моря. Он расположен на вершине холмистого полуострова в Сиамском заливе, приблизительно в 200 километрах к югу от столицы Камбоджи Пномпеня. Тайский залив отличается небольшой глубиной и умеренным климатом по сравнению с Южно-Китайским морем на востоке и Индийским океаном на западе, что делает его идеальным местом для пляжного отдыха. Вода здесь кристально чистая и теплая круглый год, с температурой от плюс 26 до 30 градусов. Пляжи славятся своим белым песком. В списке самых неиспорченных пляжей Сианукля лидирует Атрес, растянувшийся на несколько километров к югу порта. Несмотря на свою отдаленность от центральной части города, место имеет относительно развитую инфраструктуру, но при этом не производит впечатление шумной кирпички. Неподалеку располагается несколько бюджетных отелей, где можно поселиться, если нет желания ежедневно наматывать километры по ухабистой дороге до этого маленького рая. Кстати, Атрес считается самым чистым пляжем и оптимальным вариантом для семьи с детьми. Спуск моря здесь пологий, а песок мягок и не замусорен. Симпатичный и ухоженный кусок берега под названием Сохо-Бич принадлежит одноименному отелю. При этом попасть сюда может любой желающий. Достаточно оплатить свое пребывание. За чистотой Сохо-Бич следит гостиничный персонал, так что шансы откопать в пляжном песке клад из пакетов и пластиковых бутылок сводятся к нулю. Если в ваших планах совмещение отдыха с веселой тусовкой, добро пожаловать на Серепендики-Бич, где по вечерам яблоку негде упасть. Магазины здесь в шаговой доступности, а вдоль берега выстроились бесконечные ряды сувенирных палаток и дешевых кафе. Из минусов вездесущие камбоджийские попрошайки и мусор, которые время от времени приносят течение. Продолжением Серепендики-Бич является пляж Ачутел, или как его иногда называют русские, Ачител. Местечко облюбовали кхмеры, поэтому часто расслабляются здесь компании под специально оборудованными навесами. Ачутел довольно длинный пляж. Береговая линия растянута почти на 3 километра. Наиболее цивилизованной его частью принято считать северную половину, где и бары имеются, и лежаки поудобнее. Но чем дальше к югу, тем непригляднее картина. Некоторые участки берега полностью закрыты для посещения, а остальные выглядят откровенно запущенно. Для уединения, медитации и романтических фотосессий больше подойдет Independence Beach. Лучший кусок площади здесь отвоевал пафосный отель Independence, но кое-что досталось и простым смертным. Например, белоснежный песок, чистейшее море, потрясающая тишина, в будние дни отдыхающих милым и уютные пляжи. Единственное, что немного омрачает этот райский фон, запрет на проникновение на гостиничную территорию. Впрочем, если предложить работникам заведения энную сумму, проход во владение Independence может чудесным образом открыться и для обычного человека.
Рядом с портом в нижней части квартала Виктори Хилл раскинулся пляж Виктори. Место многолюдное, так как в округе сдается много недорогого жилья, и поэтому не очень чисто. Здесь имеется пирс, вокруг которого концентрируются лодки и катера местных жителей, предлагающих путешественникам прогулки на ближайшие острова. Ночью этот район Сиануквиля превращается в умопромрачительную дискотеку со всеми вытекающими, так что авантюристам и искателям злачных мест однозначно сюда. Если двигаться на юг от Виктори-Бич, можно попасть еще на один сиануквильский пляж – Гавайи. Сюда своему многообещающему названию эта территория абсолютно не соответствует, поэтому тусуются тут по большей части сами сианукви. Место откровенно грязное, поэтому если перспектива отдыхать среди бытового мусора вас не прельщает, можно податься на элитную территорию пляжа, закрепленную за отелем Эльмара Бич Resort. Тут и море почище, и берег систематически убирают. В городе насчитывается около 150 обычных отелей во всех ценовых категориях, а также неизвестное количество гостевых домов. К 2019 году китайские инвестиции преобразили город, и более 90 предприятий принадлежали гражданам Китая. В Сиануквиле планировалось построить более 100 казино, чтобы превратить его в центр азартных игр, что совпало с ростом преступности. За последние годы Сиануквиль претерпел значительные изменения. Началось строительство новых отелей, ресторанов, казино и развлекательных заведений, но ковид приостановил грандиозную стройку. Одним из значительных проектов стало строительство международного аэропорта Сиануквиля, который значительно упростил доступ к городу для иностранных туристов. Также были улучшены дорога и инфраструктура, что сделало курорт еще более привлекательным. Сиануквиль также известен своими культурными достопримечательностями. В городе можно посетить музеи, рассказывающие истории региона, а также насладиться местной кухней, которая сочетает в себе элементы камбоджийской и европейских традиций. Сегодня в городе проживает около 90 тысяч человек. Подавляющее большинство местных обитателей занято в туристической сфере, поэтому на английском здесь говорят почти все и относительно неплохо. Имеет место и традиционная азиатская навязчивость, когда дело доходит до возможности развести приезжего на доллары в год. Особенно это проявляется на пляжных территориях. Продавцы фруктов, бродящие массажисты и девушки, предлагающие национальные виды депиляции в виде нет. Вся эта пестрая компания ежедневно оккупирует набережные в тайной надежде навязать собственные услуги первому попавшемуся туристу. Городские окраины больше смахивают на трущобы Мумбаи, чем на окрестности лучшего курорта. Да и живут здесь еще очень бедно. Основные виды деятельности местных крестьян – рыболовство и земледелие. В городе все чаще можно встретить белых мужчин, чьи жены уроженки Сиануквиля. Для камбоджиев такие отношения – верх престижа и означают что-то вроде перехода на новый, более высокий уровень жизни. Эффектные виды на город Сиануквиль и окрестности открываются со смотровой веранды храма Батлеу. Это, безусловно, далеко не Ангкор с его причудными барельефами и бесконечными лестницами, а всего лишь скромное буддийское святилище, по которому не бродят толпы. Сиануквиль, конечно, неплохой город, но просидеть в нем без вылаза и все спуск значит пропустить все самое интересное. Тем более, что лучшие пляжи находятся как раз за пределами курорта. Идеальные, практически нетронутые цивилизации пейзажи в стиле Баунти стоит поискать на острове Кронг-Самуэ. Небольшой кусок суши с непроходными тропическими зарослями, удивительной прозрачной водой и неприметной деревушкой. Тот самый рай, куда хочется сбежать от разрушительного действия технического прогресса. А еще это подходящий уголок для сноркелинга и дайвинга, единственный недостаток которого отсутствие электричества. Понырять с трубкой и аквалангом можно у островов Котанг и Капринс. Официально они считаются необитаемыми, что явно пошло на пользу их природе. Вода в этой части залива такая же кристально чистая, как на отретушированных рекламных буклетах, а белый песок настолько мягок, что напоминает реку. Помимо того, на Котанге можно отыскать отлично сохранившиеся доты времен Вьетнамской войны. Плыть до острова придется несколько часов, так что экскурсия сюда предполагает ночевку. В среднем удовольствие обойдется от $85, включая ныряние.
Для сравнения, средняя стоимость двух погружений в окрестности Сиануколя составляет $70. Фантастические природные виды, романтические закаты и безудержное веселье превосходно совмещают остров Катан. Здесь зависает в основном молодежь, поэтому уикенды тут отмечаются с большим размахом. Алкогольные коктейли и пресловутые хэппи-кексы употребляются в режиме нон-стоп. Может быть, в обозримом будущем Сиануколе обзаведется крупными молами, но пока его гостям приходится довольствоваться заурядными супермаркетами, местечковыми магазинами сувениров и двумя рынками – в Сар-Геничиком и в Сар-Лео. Первый в большей степени ориентирован на самих сианукольцев, а вот в Сар-Лео не стесняются потолкаться и иностранцы. По традиции для приезжих здесь устанавливают специальные цены, то есть на треть выше той стоимости, по которой товар бывает местным. Сиануколь – это место, в которое каждый найдет что-то для себя, будь то пляжный отдых, активные виды отдыха или знакомство с культурой и историей Камбоджи. Этот город предлагает безграничные возможности для незабываемого отдыха, наверное, в будущем, но пока он больше напоминает строй.